Все, пойдем в следующую комнату. Ах, нет следующей комнаты. В смысле? Канале, всем привет, с вами Бояра. Продолжаем Cube Escape Collection. Кейс 23, кейс номер 23, дело номер 23, судя по всему, это какое-то расследование. Но пока мы его начнем, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй и поехали. Торопиться не будем, я сегодня сгорел на работе, у меня все лицо сгорело, все руки красные, на улице плюс 30 было весь день, поэтому сегодня будем медленно, вдумчиво, но интересно. Расти Лайк представляет Cube Escape Case 23. Глава 1 из 4. Место преступления. За всю мою долгую карьеру детектива убойного отдела это было самое странное место преступления. Как только я вошел в комнату, я почувствовал, что имею дело с чем-то большим, чем просто труп. Окей, погнали, плей. 71-я осень, место преступления. Такую сцену мы видели в Seasons на Луне. Мы, помнишь, смотрели в подзорную трубу в самой первой серии. Если ты не смотрел, обязательно отмотай и посмотри. Эту девушку убила сущность, темная сущность. Видимо, будем разгадывать, что случилось. Здравствуйте, мадам. Это кетчуп. Но это, скорее всего, кетчуп. Это постановка. Все, постановка. Не могли так просто убить. Что у тебя там? Там что-то прячется или что? Вот я вижу. Ага. Лист бумаги. Что на нем нарисовано? Какой-то горящий кубик. Музончик пошел внезапно. А можно тебя еще раздеть? Можно? Оу, а можно еще? Ладненько. Тун-дун, нифига. Музончик прям такой хороший. Все окей, ладненько. Ты же ничего, все, больше не кликабельно. Смотрим сперва в этой комнате. Полиция оцепила нас всех, нас не выпускают. Сначала мне нужны все улики. Угу. Собираем улики, хорошо. Так, дом сгорел, окей. Первое сюда. Загорелся куб. Что-то произошло, и поэтому загорелся дом. Вот, собственно, вот как-то так это произошло. Расти Лейк, Mental Health и Fish. Я не знаю, что это сыр или кубик сахара. Это кто-то делал, как в предыдущей серии, это кто-то, короче, варганил, скорее всего, этот. Абсент поджигал сахар, пропускал его через лоску для абсента. Что-то пошло не так, короче, и что-то загорелось, и загорелся дом. И под шумок, видимо, убили девушку, я не знаю. Попугай. Это Parrot Psittacus. Короче, какой-то попугай Psittacus, понятно. А это тоже можно оторвать. Ну, я не знаю, хорошо, спасибо. Смотрим под подушками. А, ну конечно. О, пиромант у нас. Да что, я же сюда ставил. Ну все понятно, да. Это смотри, это знаешь, как в барах. Поджигают кусочек сахара, потом так в руке катают огонь, и кто-то не справился, побежал и короче, поджег весь дом. Пиромант. Неудавшийся пиромант, хорошо. Позвонить надо, скорее всего. Daily Herald, Purple Logic Wins. Painter of Lady of the Lake. Это получается художник картины «Леди на озере». Ах, вот оно. Ну, пишись. Вот, да, Пситакус. Это ответ. Parrot — это этот попугай. Как необуксбаумия. Это какая-то болезнь, судя по всему. И Винсент Ван Гог, Bedroom in что-то. Это тоже, скорее всего, какая-то картина. Винсент Ван Гог был не так давно. А можно кому-то позвонить? Сигара берем. Пепел не берем. Ну, залу нам не надо. Crow. This is the best typewriter for you. Это лучший, получается, этот печатальщик для тебя. Crow. Не подходит никуда. Ладно, запоминаем Crow. Можно позвонить? А куда будем звонить? А есть телефоны? А, подожди, в газете есть телефон наверняка. 024. Выиграй поездку на Ржавое озеро. Purple Logic, что это значит? Это сиреневая логика выиграла. Я не знаю, что это значит, ладно. Хорошо. О, загадочки, это мне нравится. А вот и Ван Гог.
In Arles, точно, Арлей, Арлем, это вроде, я так узнал, что это, там Ван Гог жил, это то ли Арлем, то ли Арлес, то ли Арлем какой-то, Гарлем, это там, где жил Ван Гог, собственно. Мы в его квартире уже были, мы там прибухнули хорошо, вот здесь мы нашли ключик у него, здесь все расставили, здесь обрезали ему ухо, ну так получилось, я не хотел на самом деле этого делать, но игра потребовала этого, утюг. Судя по всему, сюда надо что-то... А утюг не подключен, надо найти вилку, окей. Нож. Нам нужно найти нож, потому что Расти Лейк без ножа вообще не Расти Лейк. Хорошо. Здравствуйте. Что такое? Ты куда-то ползешь? Рыбка. Эта рыба курила в предыдущей серии, я помню. Так, матрешка. Поехали. Сюда. Ну так откройся. Ага. Ой! Ой! Сюда. Ну, видишь, матрешка с розочкой. Тут надо каждому что-то положить. То есть попугаю надо что-то дать. Это убитой вот этой леди нужно что-то дать. Это я понятия не имею, кто. Это, походу, рыба. А это темная сущность, которая, собственно, все это заварила кашу. Пойдем это сразу, торопиться не будем. Делаем все медленно. Мы детективы, мы разбираемся, мы смотрим каждую улику, разглядываем вот это сразу сюда. Вот, Арлес. Лейк, спорим, вот здесь лейк будет? Я уже вижу лаке. Ну, лейк, ну, озеро, по-другому ничего не может быть. Так, здесь у нас что? Книжка. Ну-ка. Так. Ага. Ага. Давай с первой начнем. Я понял фишку. Тут, короче, смотри. Цвет плюс символ. Вот здесь был символ такой, значит, он здесь. Здесь пусто, должно быть красное пусто. Красное пусто у нас вот... А у нас нет красного пусто. Сейчас нам нужен квадрат. Вот так. Треугольник вниз. Вот так вот. Теперь опять белое что-то. А у нас больше нет белого. Люсик. Зеленая. Вот так. Ах, все сломалось. Не понял. Давай с первого начнем. Так, белое переходит в синее. Синее у нас переходит в ромбик на красном. Возможно, это вот так. Это переходит сюда, это... А вот это опять некуда девать. То есть нам нужно что-то, чтобы было белое и со стрелочкой. Ну вот так. То есть черное. После черного должно быть что-то. Нет, видишь, у нас нет больше черного. Нам надо все книги поднять, чтобы, видишь, вот эту полку надо поднять. А с какой начать? Скорее всего, начинать надо с синей. Потому что других вариантов нету. А если подряд просто нажимать? Вот видишь, они подходят. Значит, сейчас нужно что-то с фиолетовым. Теперь нужен красный, либо квадрат, судя по всему. Я пока не до конца логику понимаю, но вроде как бы... Вот это должно быть последним. Вот это должно быть последним, то есть последний должен быть белый. То есть теперь сейчас у нас должен быть желтый. Зеленый. А все, вот этого уже нету. Ну да. То есть вот эти две в паре должны быть. Давай начнем с нее. Белая, красная, фиолетовая, фиолетовая. Нет. Так, подожди. Зеленая, зеленая. Вот такое. Такое, 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 такое. Синяя, белая, белая. Красная?
Красное, желтое. И опять не то. Нет, вроде все хорошо. Вот. Да? Гениально. Ну что это, мелок? Что? А. Эй, вот это... Ну, у меня нет сейчас никакого решения к этому нет. Ну, понял, я идею понял. То есть нужно либо цвет, либо фигура, чтобы совпадала по очереди. Но черную, судя по всему, это была последняя, потому что... Вот так вот, все закрыто. Ладно, здесь опять какой-то пароль. О, давай попробуем снова этот пароль. 1487. Это было в самом первом, в сезонах. Я так понимаю, тут надо запоминать все. Нет, не работает. Ладно. Ладно. Ну, тут все посмотрели. На потолке еще, кстати, не посмотрели. Все, пойдем в следующую комнату. Ах, нет следующей комнаты. В смысле? Тебе можешь сигару дать? Будешь курить? Серьезно? Ой. Ты куда? В смысле, все? Это я просто на рот нажал, или я ей дал покурить, и оттуда выполз жук? Вот видишь, нельзя курить. Не кури никогда, будешь курить, выползет изо рта жук. А куда он делся? А, вот он. Ты куда? Ты меня куда-то проводить хочешь? Эй, жучок. Музыка хорошая, умиротворяющая такая, знаешь. Эй, ты куда делся? Жук! Ага. Эй, куда ты бегаешь? Ты обратно к ней только не заползай, хорошо? Вот, ты где? О, смотри, что заметил. Кактус. Это не болезнь, это кактус внезапно. Хорошо. Куда жук уполз? Жука потерял. Куда он уполз? Он где-то здесь был. Он... В смысле розочка опять сюда ушла? Розочку сюда надо. Куда делся жук? Может, его придавить надо? Почему бы и нет? Вон он спрятался. Вот ты где. Вижу. Ты мне... Что ты мне подскажешь? Пароль или что? Ну все. На. Все, он умер. Где логика? Жук вылез изо рта женщины и дал нам ключ. Гениально. Так. Это еще... Это улики, я понял. Это мы развешиваем улики. Так, выделись ты. Женщина без глаза. Ей сделали фингал. То есть после пожара у нее загорелся глаз. Ну, гениально. Гениально хорошо. Давай посмотрим у нее на глаз. Может быть, реально у нее что-нибудь с глазом. Можно отодвинуть. Еще. 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 Ну, больше ничего не отодвигается. Сигару-то будешь? Нет, все, больше ничего не работает. Пока ничего не понятно. Давай напишем кактус. Pint of Lady of the Lake. Ну, это я понял, заполните. 024, может, давай позвоним 024, я не знаю. 0. Как? Как звонить? 0. 2. О, это очень старые телефоны. У меня даже был такой раньше. 024. А сколько всего цифр надо? Если 6, то это после этого. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, ясно. Очень много цифр, оказывается. Так, ну нам осталось, получается, Леди Озера. А где взять эту картину Леди Озера нам надо найти? Rusty Lake, Mental Health и Fish. Ну, это все как обычно.
Ну тут понятно, тут как бы все логично. Пиромант пришел, зажег дом, загорелся глаз уже женщины, загорелся глаз, но зачем непонятно. Ой, как сложно. 1853. Посмотри в Арлесы. Я просто так вообще тыкнул. Хорошо, 1853. Я только хотел сказать, что ничего не понятно, и как сразу все понятно стало. В смысле? 1853 не подходит? В смысле? Не понял. Тогда куда этот пароль нужен? Сюда? Ну, здесь вообще ничего похожего нету. Подожди, посмотри в Арлесах. Может быть, это какая-то подсказка? 1853. Не понимаю вообще пока ничего. У тебя больше нигде ничего не тыкается, да? Сигарой прижечь? Нет. Нам, кстати, куда-то сигару надо еще деть. Давай что-нибудь сигарой потыкаемся. Сигарой надо куда-то ткнуть. Зачем нам может быть сигара? Ну, сигара это... Сигара это что? Сигара это для детектива. Он курит, он престижный. Но он курит трубку! Они должны курить трубку. Что можно сделать с сигарой? Вернуть сигару нельзя. Ну, кроу вижу, вот слово зачем-то. Сюда сигара не применяется. Здесь утюг все, уже не нужен, не работает. Тут все закрыто. А рыбки у нас еще остались. Я не понимаю. Ну, нигде ничего нет. Вообще нигде ничего больше нет. Ну, я тыкаю все, что... Я затыкиваю реально все, что можно. Я не понимаю. Боковины не от этого. Я реально тыкаю все, что можно. И ничего не применяется. Но где-то нужно узнать вот это вот. $1853. Что это значит? Давай ради прикола зайдем в Арлесы. Вот ради прикола сейчас зайдем в Арлесы и проверим. Может быть, действительно что-то надо там посмотреть. 1853 у нас должна быть. Нет, так. Снова. Ну вот мы это окно открыли. И у нас, собственно, появилось 1853. Но это ничего абсолютно не дает нам. Нет, это так не работает. Может быть, опять что-то сломалось? А что могло пойти не так? Что могло пойти не так? 1853. Опять розочка пропала. Розочка. Ой. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Вот где логика? Где логика, что отдав матрешке розочку, она даст косточку. Косточку отдаем рыбке, рыбка дает кровушку. Кровушку отдаем девочке, девочка дает нам яичко. А из яичка у нас иголочка должна появиться, если верить сказочке. А нет, ключик. Ключик у нас тут. Они... Ну, почти. Ну, почти. В принципе, ключик вот сюда должен подходить. Нет, не сюда. Хорошо. Ага! Мухи. Мухи это рыбок покормить, да? Да. И что? Не понял сейчас. Муху надо куда-то отправить. А куда ее надо отправить? А еще можно муху отправить? Может быть, ее сюда надо загнать? Эй, стой!
Я охренею, если туда ее не надо отправлять. Тогда вообще непонятно, зачем здесь муха. Нет, хорошо. Уйди, ты чё, краб? Что? Еще раз туда надо или что нас делать? Сигара? Ты горишь? Поджечь тебя? Накормить рыбку? Если ты знаешь, где логика, то я не понимаю, где логика серьезно в этой игре. Папка. The Lady of the Lake by Lucky Fleo. Отлично. Все, это все. Сюда нужно куб положить. Хорошо. Да? Это все? Не понял сейчас. Lucky of Leo. Че, время много прошло. Давайте, может быть, первую главу хотя бы попробуем пройти. Ну, я понимаю, долго, но интересно. Смотри, оно как бы вроде идет. Вроде идет. Fate. Что нам дает... Ай. Что нам дает... Мы вырвали, да? Fate. Что нам дает Fate? Fate это судьба по-английски. Я думал, кстати, Lake будет, а здесь Fate. Ну хорошо, мы разгадали загадку. Все, да? Надо позвонить теперь в Fate? А как это сделать? Опять не понимаю. Вот что-то нужно еще с этим сделать. А смотри, а мухи остались. А мухи у нас остались. А зачем они остались, тоже непонятно. Что-то с этой мадамой. Сигарой поджечь надо что-то. Вот нарисована сигара. Я думал, сперва это палец с перстнем, а это сигара. Сигары нужно что-то поджечь, ладно. А как узнать, где надо жечь? Ну правильно, за ней пароль. А как это сжигается так, что оно закрашивается в итоге? Так оно не должно работать. То есть тут мы можем узнать пароль. Но для того, чтобы нам узнать пароль, нам нужно понять, какие символы тыкать. Наоборот, нам нужно понять, что здесь... Стоп. Короче, нужно понять, что здесь нужно прожечь, чтобы вот здесь отобразились символы, которые введем в шкафу. Окей. Но как понять, что нам нужно? Ну, мне кажется, сломался. Короче, мне кажется, сломался этот скрипт сундука, потому что 1853 не работает. Он должен работать. Ай, пропустил. Он должен работать. Он, видишь, он не открывается. Я тыкаю, он не открывается вообще никак. Мне кажется, что-то сломалось. 1853. Тебе может дать что-то. Блин, давай, ну... Я не хочу этого делать, но, может быть, реально сломалось? Мухи. Мухи. А что мухи? Не понял. Мухи. Ну, это мы сделали. Здесь что? Это мы тоже сделали. И это мы сделали внезапно. Здесь тоже все взяли. А что тогда где? Здесь мы тоже все сделали. Да, розу мы поместили туда, и все пошло это так, как не должно было быть. Это я тоже разгадал. Тут нет проблем. Вы мне объясните, что с мухами делать. Здесь ничего не работает, то есть подсказка не включается. Здесь все в порядке. Здесь что у нас? Я понял! Это надо прожечь куб. Это надо прожечь ладонь, глаз и дом.
Я думал, это улики, по которым мы разгадываем, что произошло в квартире. Оказывается, я все понял. Нам нужно прожечь куб. Ладонь вот эту. Что там еще было? Глаз и дом. А в какой очередности, я не помню. Да, сейчас я запишу. Очередность я помню. Там сперва куб загорелся, то есть это титька. Титька, потом у нас пришел пиромант. Пиромант у нас треугольник. Потом загорелся дом. Это мишенька. И прожег глаз. Квадратик. Хорошо. ПРСТ, как сложно все. Ну, на самом деле не так сложно, но прямо это дает жару. Прям дает жару, реально. Первое это у нас получается титька. Титя. Титечка. Титька, так, да. Треугольник. Хорошо, теперь у нас мишенька. Ай, пропустил мишеньку. А какая мишенька, кстати? Не помню, какая мишенька. Давай попробуем обе. Вот такую попробуем. И квадрат. Нет, значит другая мишенька. И чё? И еще зонтик был другой, кстати. Отлично. 024355. Это, судя по всему, телефон. 024355. А там больше цифр, ты врешь. Он врет. Там было больше цифр, намного больше. Ладно, давай позвоним. 0. Трубку нас просит. 0. 24. 300. 50. 5. Алло. Хорошо. Алло. Алло. Вас не слышно. Алло. Ну, алло. Ну, алло. Yes. Это детектив Дейл Вандермеер? Да. Мы детектив Дейл Вандермеер? Это нас спрашивают. Это Ржавое озеро? Скажите пароль. Фейт пароль. Фейт пароль. Как сказать? Фейт пароль. Фейт. Что тебе жаль? Вот фейт пароль. Ваше место уже занято. Кем? Здрасте. Ты Бэтмен? Ну, летучая мышь. У меня другого объяснения нет. На, мух поешь. В натуре ты ешь мух? Серьезно? Я вообще наугад ткнул, на самом деле. Ладно, хорошо, кушай еще. Давай, лети. Fly with the wind. Полетела. До свидания. Что происходит? Она сейчас на потолке сидит? Бабочки. — 1421. Спасибо, бабочки. Психоделика. Я думал, психоделика закончилась. 1400. Сколько? 21. Я думал, психоделика закончилась, а нет, оказывается. Так, улики. Улики. Я, вот серьезно, я всю эту серию думал, что вот это улики. Что это улики реально, что как бы куб загорелся, потом пиромант, дом подгорел и глаз. Что произошло? Расти Лейк архив. Архив Ржавого озера. Расти Лейк архивы, да. Все? Окей, ладно, ну в принципе в полчаса уложились. Такая, ну вот сейчас интересно было. Хоть какая-то небольшая логика, сюжет появился, так сказать, в серии. То есть мы разгадываем убийство той женщины, которую мы видели в Seasons. Мы, получается, Вандермеер какой-то там, Дэйв или как его там, Дэйв Статлер, что ли, короче. Ну, вы поняли, откуда это, если знаете этот фильм. В общем, как-то так. Ладно, вторую главу мы пройдем в следующей серии. Пока. Подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети. Ссылочка внизу в описании есть. Также подписывайся на стрим-канал. Там мы вживую играем, общаемся, знакомимся. С вами был Бояра, Каналья, и пока-пока.